Друзья, всем огромный привет! Сегодня готовлю адыгейскую соль. Это соль, пропитанная чесноком, смешанная с травами и которая придает блюдам просто волшебный аромат, улучшает их вкусовые качества, обогащает наше блюдо витаминами и минеральными веществами, которые так нужны нашему организму. Чеснок, он обладает бактерицидными свойствами, укрепляет к тому же и иммунитет. И что самое интересное, нету этого сильного послевкусия, специфического запаха не оставляет. К тому же адыгейская соль, когда мы солим блюдо, требуется меньшее количество, чем обычной соли, когда мы солим, что также влияет на здоровье самым благоприятным образом. Так как не существует единой рецептуры приготовления, то ингредиенты могут различаться. Ее есть много видов. В одной преобладает красная паприка, например, в другой доминирует черный перец, в третьей сочетание и красного, и черного перца. Есть еще разновидность соли и приправы не в молотом виде добавляют, а в сушено резанном виде такими хлопьями. Но в любом случае по желанию всегда можно увеличить или совсем, например, убрать тот или иной компонент. В данном случае я готовлю такую стандартную адыгейскую соль. Ее можно использовать к основным блюдам, в салаты различные, к мясу, к рыбе. Ну, такая универсальная, можно сказать, приправа к любым блюдам. Готовить довольно-таки и не сложно. Для этого мне надо 600 грамм соли, обычная крупная поваренная соль, можно использовать и морскую соль. И вот тут у меня 200 грамм измельченного чеснока. Я подавила его в прессе. Чеснока такое большое количество, чеснок просто почистила, помыла, просушила. Ну и набор специй. Дальше я подробно на всем остановлюсь. Чеснок хоть и подавленный под прессом, но в нем есть много крупинок и таких пластинок не перетертых. Для того, чтобы его превратить в такую более однородную массу, я добавляю соль небольшими порциями и измельчаю в ступке. Можно пользоваться, например, блендером или комбайном, но мне так удобно. Вот столовая ложка чеснока и 1-2 ложки соли. Все хорошо перетирается. Так со всем чесноком. Дальше остатки соли в емкость, где буду смешивать, и надо распределить равномерно, чтобы чеснок весь распределился с солью. Вот удобнее всего рукой это, конечно же, делать. Дальше специи. Тут у меня хмели-сунели. Я буду брать специи все в равных количествах. 1 полная столовая ложка хмели-сунели. Это такая стандартная специя, которая подходит практически ко всем блюдам. Ну и адыгейская соль не может быть без кориандра. Можно использовать зерна и еще можно добавлять листья кинзу кориандра. Листья кориандра тоже в равных количествах. Измельчаю в ступке. Специи, когда их измельчаешь непосредственно перед использованием, они имеют более такой насыщенный, яркий аромат, который потом, когда мы будем смешивать с солью, благоприятно отдаст туда. Теперь сюда столовая ложка чабер добавила. Дальше буду добавлять укроп. У меня свой домашний. Вот если мы привыкли сушим просто вот
обычную зелень укропа, она имеет не такой насыщенный цвет, вкус, аромат приятный. Для того, чтобы усилить вот этот запах укропной, сушеного укропа, я собираю розетки с семенами, но которые еще не успели созреть. Они тоже очень хорошо перемалываются, имеют такой насыщенный укропный вкус. Дальше тимьян, столовая ложка. Я добавляю всегда его к адыгейской соли, так как часто готовлю рыбу. Он и, конечно же, прекрасно подходит и к мясу, поэтому столовая ложка тимьяна. Вы, конечно же, состав можете регулировать на свое усмотрение. Столовая ложка орегано. Кто не знает, это материнка или душица по-другому. Столовая ложка паприки сладкой. И столовая ложка паприки острой. Черный перец, тоже столовая ложка. Вот такое довольно большое количество специй, которые добавляю к перетертому чесноку с солью. Остается все хорошо перемешать. Компоненты еще как дополнение я скажу, что сюда очень хорошо подходит, кто любит, добавляйте базилик, петрушка сушеная, майоран или лавровый лист, например, тоже молотый. Все хорошо перемешиваем, так чтобы не было комочков, чтобы все травы, все специи хорошо распределились и такая соль была однородная, без вот этих комочков. При помощи вилки очень легко это сделать. Теперь дальше на противень я застелила 3 слоя бумажного полотенца и распределяю ровным слоем. Это для того, чтобы вот эта соль и вместе с чесноком, она такая довольно влажная, она у нас не высохнет, но немного бумага впитает в себя лишнюю влагу. Поэтому я вот таких 3 слоя бумажного полотенца застилаю на низ противня, наверх, и просто вот в комнате еще можно прикрыть обычным кухонным полотенцем или махровым и оставить вот так на 2-3 дня, просто чтобы лишняя влага впиталась в бумажные полотенца и мы не потеряли вот этот прекрасный аромат всех приправ. Такая соль получается влажноватая на ощупь, она не сухая, так как мы привыкли к обычной соли, но зато намного полезнее для нашего организма, чем обычная соль. Получается, что часть соли мы заменяем с чесноком и большим количеством специй и полезных трав. И такой соли понадобится намного меньше, чем обычной, когда мы солим наши продукты, что также влияет на здоровье самым благоприятным образом. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем желаю от души быть здоровыми и красивыми. С вами была Виктория. Всем пока и всем до новых встреч.